Россия наступила на собственные грабли в исламском мире. Саммит Швейцарии положит начало восстановлению продовольственной безопасности и приостановит рост цен. Вітаю! Дякуючи вашій підтримці, я отримала мандат і увійшла у склад Координаційної ради со списом «Незалежные белорусы» Максима Шабуцкого. Як сказал мой коллега по блогерству Миколай Масловский, политики стали блогерами, а блогеры – политиками. Не ведаю, добра гэта альбо не, але я со свайго боку буду намагацца зрабіць усё, што ад мяне залежыць, і шчыра распавядаць аб гэтым на канале. Ідэі і мэты ёсць, ідэйнасці яшчэ больш. Дзякуй яшчэ раз усім, хто падтрымаў. С вами Данута. Теракт в Крокус-Сити-Холл стал следствием дружеских взаимоотношений РФ с террористическими организациями. 22 марта 2024 года в Крокус-Сити-Холл, который находится в Красногорске Московской области, несколько нападавших открыли огонь и устроили пожар в здании. В результате теракта погибли более 140 человек. Тогда российские власти не предотвратили теракт, имея четкое предупреждение от западных стран. Как и во всех предыдущих терактах с массовыми убийствами, Москва в очередной раз не допустила к расследованию международные следственные группы. Ответственность на себя за теракт взяла группировка «Исламское государство». Исламское государство Хорасан, являющееся ветвью ИГИЛ в Афганистане, Пакистане и Центральной Азии, давно считало россиян своей главной целью. За последние годы она совершила всевозможные теракты, в частности, стояла за попыткой вооруженного нападения на синагогу в Калуге. Также взяла на себя ответственность за взрыв в российском посольстве в Кабуле в сентябре 2022 года. Сначала в группировку «Исламское государство Хорасан» входили в основном отколовшиеся от Талибана афганцы. Но позже к нему начали присоединяться боевики из других стран, в том числе из бывших советских республик Центральной Азии. В докладе Совбеза ООН от 2023 года говорилось, что в вилаят Хорасан входят граждане Пакистана, Ирана, Азербайджана, Турции, России, Таджикистана, Узбекистана. В связи с тем, что большинство приезжих плохо или вообще не владеют русским языком, российские спецслужбы оказались не в состоянии проводить оперативную проверку значительного числа въезжающих в страну мигрантов. Добавим к этому процветание в России ксенофобии, расизма и презрения к выходцам из других стран, и в результате получим идеальную почву для создания значительного количества ячеек ИГ в РФ. ИГИЛ часто опирается на этнические меньшинства. Так и в создании афганского филиала значительную роль сыграли этнические таджики, которых в Афганистане очень большое количество. Сегодня у таджикской общины в Афганистане, куда влились десятки тысяч людей из Таджикистана, отличные связи с таджиками в России. Исламское государство давно было заинтересовано в нападении на Россию, в том числе из-за военной поддержки Москвой сирийского правительства Башара Асада, где она с 2016 года проводит операции против боевиков исламского государства, а также из-за отношений с Талибаном. Нынешние режимы в Сирии и Афганистане рассматриваются как отступнические, и поддержка этих режимов в глазах исламского государства равносильна ведению войны с исламом. Также региональные ветви ИГИЛ в Африке подвергались атакам со стороны российского ЧВК «Вагнера». Второй враг исламского государства в регионе Хорасан после талибов – шиитский Иран, с которым Россия тоже дружит и снабжает его, например, истребителями Су-35. Москва проводит такую внешнюю политику, потому что готова поддерживать любых исламистов и диктаторов, чтобы они противостояли Западу. Долгое время Кремль использует связи с официально признанными террористическими организациями в пользу своих интересов, в том числе для ведения гибридных и асимметричных противостояний и войн в разных уголках мира. Другим партнером России являются боевики Хизбаллы, с которыми россияне сотрудничают с начала своего военного присутствия в Сирии. Альянс Москвы с Хизбаллой даже вышел за рамки сугубо военного партнерства. Так, в 2018 году США раскрыли схему контрабанды иранской нефти в Сирию в нарушение санкций. В нее были вовлечены российская государственная компания «Роспромимпорт» и «Хизбалла». Через несколько месяцев после захвата власти в Афганистане летом 2021 года в Москве с визитом находилась и делегация Талибана, с которой встречался глава МИД РФ Сергей Лавров. Еще один союзник и партнер Москвы – йеменская группировка «Ансар Аллах», более известная как хуситы. Российские пропагандисты позиционируют их как одного из главных союзников РФ в борьбе за многополярный мир.
По данным на 2017 год, россияне были самой многочисленной группой иностранных боевиков в рядах исламского государства. Их насчитывалось 3417 человек. Для сравнения, в составе группировки воевали 3244 выходца из Саудовской Аравии, 3000 из Иордании и 2926 из Туниса. Значительную роль в этом сыграли российские спецслужбы, предлагавшие местным исламистам беспрепятственный выезд из России в Турцию, откуда они отправлялись в Сирию и вступали в ряды ИГ и другие джихадистские формирования. Сегодняшние связи между членами ИГИЛ, Хорасан и другими исламистскими террористическими группировками достаточно устойчивы, поскольку боевики и фракции из таких группировок, как Аль-Каида или Талибан, часто переходят в ИГИЛ. Потому именно достаточно тесные дружеские отношения Москвы с террористическими организациями стали причиной распространения терроризма по всему миру, жертвой которого стала и сама Россия. Все более тесными становятся связи Москвы с Хизбаллой, Хамас, упомянутым выше Талибаном и йеменскими хуситами, от которых боевики получают финансовую помощь и вооружение. Вполне логично приглашение и визиты представителей террористической группировки Хамас в Москву даже после атаки Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Полномасштабное вторжение России на территорию Украины перечеркнуло все существующие по этот день нормы международного права и соглашения, направленные на поддержание мира и защиту гражданских лиц и объектов. Россия ведет самую масштабную войну 21 века, последствия которой можно ощутить и далеко за пределами Украины и европейского континента в целом. Одним из глобальных последствий войны России против Украины является предотвращение перевозки продовольствия через морские пути, что уже становилось предпосылкой для продовольственного кризиса в странах глобального юга. Кроме сложностей в логистике, Россия также создает неблагоприятные условия для выращивания продовольственных культур, оккупировав большую часть юга Украины, умышленно создала катастрофу на Каховской ГЭС, загрязняет поля остатками снарядов и ракет, которые она выпускает по мирному населению и тому подобное. Россия стремится уничтожить авторитет Украины на глобальном рынке продовольствия и вместе с этим испортить ее отношения со странами глобального юга, которые являются основными потребителями украинского зерна. Мир уже сейчас нуждается в новой модели архитектуры безопасности во избежание новых провокаций и последующей эскалации агрессивных намерений воинственных государств в разных регионах. Для этого необходимо создание новых платформ, на базе которых будут приняты решения по безопасности, которые будут основой для действительно работающих гарантий мира и безопасности, в том числе и продовольственной. Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, должен стать первым шагом к восстановлению мировой архитектуры безопасности и противодействию агрессии некоторых стран. Ожидается, что участие в нем примут представители более чем из 80 стран. Приглашение в Швейцарию получили президенты, премьер-министры государств со всех континентов, члены G7, G20, БРИКС. Приглашены на глобальный саммит мира представители ЕС, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Глобальный саммит мира не о разделе мира на коллективный Запад и Восток, что подтверждает участие представителей государств со всех континентов, в частности, тяжеловеса глобального юга Индии. Премьер-министр Индии, комментируя приглашение принять участие во встрече G7 и мирном саммите в Украине, рассказал, что Индия будет принимать участие во всех важных саммитах, продвигающих повестку для глобального мира, безопасности и развития. По его словам, Индия донесет голос глобального юга на этих саммитах, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвинуть видение развития, ориентированного на человека, а также преуспевающего и мирного мира. Также российская пропаганда затронула главу одного из крупнейших государств глобального юга – Бразилии. И хотя президент Бразилии заявляет, что его страна относится одинаково нейтрально и к Украине, и к России, и стремится быть посредником в переговорах, его действия свидетельствуют о склонении в сторону России. Принимая во внимание регулярные визиты министра иностранных дел РФ Лаврова в Бразилию и категорический отказ от участия в саммите мира, президент Бразилии избрал сторону, к которой он благосклонен, нивелируя свои заявления о нейтральности. Отказ главы Бразилии от участия в глобальном саммите мира обусловлен, по его словам, отсутствием обеих сторон конфликта
Ведь Россия на данное мероприятие не приглашена и не будет принимать в нем участие. Однако в самом начале полномасштабной войны Украина и Россия вели переговоры, которые не увенчались успехом, потому что Россия ни на миг не отступала от своей агрессивной линии. Что касается продовольственной безопасности, то Россия тоже не особо к ней стремится. Стоит вспомнить, как в июле 2022 года Россия атаковала Одесский порт, уничтожив готовое к отправке зерно. И это произошло на следующий день после заключения зернового соглашения. Итак, становится очевидным то, что пока Россия не почувствует на себе давление большинства государств, все договоры с ней не стоят даже бумаги, на которой они написаны. С этой целью и созывается глобальный саммит мира, ведь участие глав государств из разных уголков мира свидетельствует о их намерении противостояния агрессивным планам России не только против Украины, но и против них самих в продовольственной, энергетической или любой другой сферах.